Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналисты из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Целую неделю они были в пути и каждый день подводили итоги увиденного, чтобы поделиться впечатлениями с читателями реального времени. Айрат, а мы вот ночевали сегодня в гостинице рядом с городом Мамадыш. А он тоже чем-то интересен с исторической точки зрения? Да, конечно. Мамадыш — один из древнейших городов нашей республики. Он тоже болгарский, основан еще в начале 12 века. То есть он чуть постарше, чем Болгар даже. Правда, сегодня уже крепость где-то в стороне, а новый город отдельно стоит. А туда тоже туристы ездят? Да, город делает что-то для привлечения туристов, там проходят праздники, у них есть интересная фишка, которая называется «Ночной Сабантуй». То же самое, что традиционный татарский праздник Сабантуй, у вас же он тоже есть, правильно? Да, конечно. Но они делают его ночью. А почему мы туда не заезжаем? Слушай, невозможно объять необъятного, у нас впереди Кукмар. Хотя городок, конечно, Мамадыш хороший, можно было бы заехать в следующий раз или будущим путешественникам. Очень милый, благоустроенный, приятный, достаточно богатый, благодаря развитому сельскому хозяйству. У меня были друзья в студенческие годы из Мамадыша, и вот они возвращались потом к себе на родину, отучившись, что довольно редко происходит, сама понимаешь. Кстати, помнишь, я обещал тебе показать скорость нашего интернета в Мамадыше? Точно. Вот, пожалуйста, смотри. Практически такая же, как и в центре республики. У нас солнечно, желтые, все-таки я буду говорить вареники, да, мне так проще. У нас потрясающий такой вот красно-розовый котвик со свеклой. У нас салат радуга. Какое-то великолепие цветов на столе. Знаешь, на меня сейчас так ностальгия нахлынула. Я вспомнил детство, проведенное в деревне у бабушки. У нее был такой же дом примерно, сад. В общем, запах даже такой же стоял. Просто до слез. Мне тоже какая-то ностальгия появилась прямо. Куда мы двигаемся дальше? Мы сейчас едем на Кукмарский валяльно-войлочный комбинат. Там сохранилась одна из немногих в нашей стране шуховских водонапорных башен. А что это такое и в чем ее ценность? Шухов — это был такой очень интересный инженер, жил 100 лет назад. Я считаю, один из самых выдающихся инженеров в истории человечества. Чего он только не придумал. Он и придумал, как получать бензин из нефти, и построил первый в нашей стране нефтепровод, и танкеры огромные строил в те времена. Но одна из его главных заслуг — это вот такие вот сетчатые конструкции, и башня тоже такая, ты увидишь. А как он попал в маленький Кукмар, я не понимаю. Это просто детективная история, в которой мне самому удалось раскопать. Я увидел, работая в архивах Академии наук, что Шухов, оказывается, построил 2 башни для татарского текстильного комбината. Я стал копать, уже работая в казанских архивах, для кого же, для каких конкретно заводов это было сделано. И выяснилось, что одна из этих башен была построена на заводе валяльно-войлочном в Кукмаре еще в 1927 году. Я немедленно им звоню, говорю: у вас что, башня шуховская есть? Они говорят: да. Я выезжаю, 1,5 года назад дело было, и вот увидел, что там башня действительно есть. Слушай, как интересно. Ну тогда я в это время схожу в магазин и выберу себе валенки.
Вот она красота. Я пошел изучать башню. Здесь, на территории комбината, сохранился уникальный памятник инженерной мысли – Шуховская башня. Ей уже почти 100 лет. В России таких осталось очень немного, и всего 2 действующие, и одна из них здесь. Насколько я понимаю, завод начинает развивать и туристическую сферу своей деятельности. У вас экскурсии организовываются на производство. Да, у нас, в общем-то, экскурсии сейчас регулярно проходят. Идея такая – показать Кукмар именно с промышленной точки зрения. Это старинный центр промышленности. Это по количеству рабочих Кукмар занимал 2-е место в Казанской губернии после самой Казани. Тут огромное количество пролетариата было. На первом месте занимали место это фабрики Алафузова и Крестовникова, знаменитые. Да, и вот на 3-м месте вот это предприятие было. Именно это, Комаровский завод, да? Да, конечно, конечно, вот это, да. Вот. А башню показываете Шуховскую? Ну, мимо нее группы проходят и удивляются, что такое сооружение. Немногие знают, что там 200 тонн воды, она в рабочем состоянии. Конечно, неоднократно мы ее, ну, так скажем, ремонтировали. Мы за ней ухаживаем. Она нам нужна, и вообще это символ Кукмара. Она все еще действующая и поставляет воду. Действует, да, действует. Конечно, это не основной источник воды. У нас есть и у нас другие резервуары побольше, более современные. Ну, это, в общем-то, для питьевой воды используется. А, даже для питьевой? Конечно. Здорово. Я думал, для технической. Нет, это не техническая. А туристы, которым вы ее показываете, вы рассказываете все-таки им историю про Шухова, про важность этой башни, или она просто так для них, как скорее красивый объект, на фоне которого фотографироваться можно? Нет, ну я-то когда хожу, конечно, рассказываю. Потому что немногие знают, что это башня инженера Шухова. Да, собственно говоря, наверное, уже выросло поколение, которое про инженера Шухова и не знает. Но мы сейчас стараемся менять ситуацию. Это нужно развивать. Если сравнить, например, взять Францию, то там слово инженера – это вердикт. Вот он как скажет, так и будет. Понимаете, у нас немножко, так скажем, инженеров прижали. Вы мне говорили, вы пишете книгу по истории завода. Вот она уже близка к выпуску. Да, я рассчитываю, я уже не рассчитывал, что это такая тяжелая работа, труд коллектива. Ну, мы планируем выпустить эту книгу, потому что кукмарские валенки – это российский бренд. Понимаете, это предприятие поставляло валенки еще при царе, поставляло в гражданскую войну. Ясное дело, в Великую Отечественную войну огромное количество валенок здесь было произведено, поставлено на фронт. Собственно говоря, при обороне Москвы немцы в какой-то мере потерпели поражение из-за того, что они были одеты не по форме. Они же со своим блицкригом рассчитывали успеть до зимы. Вот и все. Сейчас я нахожусь в кукмарском магазине валенок. Вот эта вот меховая жилетка на мне из овечьей шерсти и со вставками из войлока продается здесь. Но это не самое удивительное. Представляете, кроссовки из войлока. То есть тут не только продаются валенки, но и обувь современного дизайна. Это совершенно удивительно, на мой взгляд. Посмотрите. Между прочим, в этой обуви не жарко, даже в помещении не потеют ноги и не холодно, вплоть до 30 градусов мороза. Также я уточнила, она не промокает. Шикарная обувь. Мы сейчас посмотрим, что здесь продается еще.
Каждый знает, что валенки делаются из шерсти, но она поступает на завод достаточно грязной. Специальные машины очищают ее от репьев, промывают, а затем отправляют в специальные баки, где в нее добавляется кондиционер, как и при мытье в душе, чтобы легче расчесывалась. А вот эта космическая обувь называется валеши. И пойду-ка я посмотрю, как там айрат на производстве. Подготовленная шерсть набивается на обыкновенные конусы. Сложно поверить, но из вот такого вот конуса в итоге получится всем хорошо известная форма валенка. А вот здесь я обнаружила легендарные бурки, которые когда-то носили высшие партийные чины и даже сам Никита Сергеевич Хрущев. Теперь из большого бесформенного валенка нужно сделать маленький и плотный. Это делают специальные молотовые машины. Здесь есть даже уги из войлока, потрясающе теплая и комфортная обувь. В магазине от завода они продаются всего по 1000 рублей. Теперь, чтобы придать валенку всем хорошо известную форму, его надевают на такую вот металлическую колодку. Она, кстати, довольно тяжелая, а потом отправляют на сушилку. Про мужчин дизайнеры кукмарских валенок тоже не забывают. Вот это прекрасная модель для модных лондонских денди. А вот берцы для брутальных мужчин. Про детей здесь тоже не забывают. Посмотрите, какое чудо. Особенно вот эти вот сочетания замши и войлока. Маленькие, очаровательные просто. И вот эти с вишенками, ярко-желтые. Мне кажется, ребенок будет в восторге. Не знаю, задумывались ли вы, но валенки ведь не бывают левые и правые. Они все одинаковые, важно определить их размер. Это делается на специальном мерном станке. 27. Теперь отправляют на спарщица, чтобы она нашла ему пару. Наконец, в отделочном цеху приклеивается подошва или делается вышивка. На выходе получается вот такой вот симпатичный и теплый валенок. Такие сейчас выбирает Оксана. Классические валенки с вышивкой ручной работы стоят здесь всего 700 рублей. А вот это просто разрыв шаблона. Мех, войлок и современная подошва. По кукмарскому магазину валенок можно ходить часами. Если честно, никто из нашей съемочной группы не ушел отсюда без покупки, потому что это нереально. Пронесется весна, прошумит в проводах и ударит по венам током. И как чей-то каприз, капли падая вниз, устремляются в темные лужи. Босиком по траве в нарисованном сне мчался ангелом зол и простужен. Где-то в глубине дня я читаю слова: нам сейчас никто не нужен. Вместе как ветер, как звезды, как ночь. Если захочешь, нас унесет прочь.
сбудутся слова и останутся в воздухе эхом. Лишь скупая слеза и 2 ночи без сна тебе напомнят об этом. Босиком по траве в нарисованном сне мчался ангелом зол и простужен. Где-то в глубине дня я читаю слова: нам сейчас никто не нужен. Вместе как ветер, как звезды, как ночь. Если захочешь, нас унесет прочь. Ветер расскажет, как тает весна. Вместе с тобою нам не до сна. И только вместе, как ветер, как звезды, как ночь. Если захочешь, нас унесет прочь. Ветер расскажет, как тает весна. Вместе с тобою нам не до сна. Я хочу, чтобы мы с тобой подвели итоги по сервису, чтобы это могло быть напутствием для следующих путешественников по республике. Вот как тебя принимала республика, какие твои ощущения? Ты знаешь, я заметила, что даже в самых маленьких городах, в гостиницах все-таки было чисто. Вот всегда. У меня никогда не было претензий по чистоте. Единственное, что всегда напрягало, почему-то постоянные были проблемы какие-то с сантехникой. Городам просто не достает гостиниц вообще, хороших гостиниц тем более. Например, Чистополе или Бугульме. Где-то, конечно, получше ситуация, как вот, например, в Елабуге было, да, у нас, или в том же Болгаре, который действительно уже давно занимается развитием туристической инфраструктуры. Но и по ресторанам, конечно, та же самая проблема. Но я при этом хочу заметить, что где бы мы ни ели по Татарстану, всегда было вкусно. Это точно. Вот это вот однозначно. Даже в придорожных кафе вкусно, всегда да. было вкусно, и у нас никогда не было проблем с желудком, да, хочу отметить это тоже. Да, ну и, конечно, я вот с одной стороны как бы где-то покритиковал сервис, но в то же время почувствовал, что мне немножко неловко. Знаешь почему? Потому что, ну, где-то, может быть, он не дотягивает до мировых стандартов, но всегда есть искреннее отношение этих людей. Люди душевные, да, они настолько хотели нас искренне накормить, угодить. Вот это всегда было от души, ты абсолютно прав. Оксана, тебе интересно узнать, сколько мы потратили, кстати, за 8 дней? О, очень интересно, да, давай. У меня стоит приложение Татфунбанк онлайн-партнер, и тут вот видно, сколько мы тратили по карточке. Получается, у нас с тобой 22 тысячи за гостиницы на двоих. А на бензин сколько ушло? А на бензин по 4,5 тысячи на машину. Угу. Ну что, вот и заканчивается наша экспедиция. Прошло 8 дней, мы проехали более 1500 километров, но знаешь, что я понял? Мы не узнали Татарстан, потому что это невозможно сделать в такой короткий срок. Мне кажется, мы только приподняли чуть-чуть эту завесу и заглянули туда, увидели это огромное белое пятно, огромное поле возможностей, которые еще предстоит открывать будущим туристам. Да, ты абсолютно прав, Айрат. Ты знаешь, я, честно говоря, была уверена, что у нас будет, 2-3 точки, которые нас восхитят. Да, все остальное, будет каким-то таким проходным, и мы будем ставить этому какие-то маленькие оценки. Но вот реально каждый день у меня настолько было по эмоциям все очень хорошо, что я не могла никак поставить где-то ниже 10 баллов. Настолько потрясающие места мы с тобой посмотрели по всему Татарстану. Я тебе более того хочу сказать, как человек, который занимается туризмом и в Москве, и в Петербурге, и возит туристов и иностранных, и русских, то, что мы с тобой увидели по уровню исторического наследия, по уровню сервиса, ничуть не уступает таким туристическим брендам России, как Москва, конечно, Петербург, Золотое кольцо. То есть рекомендовать можно для посещения Татарстана на том же самом уровне. Но я ведь хочу тебе сказать, что вот этот вот сервис, вся эта инфраструктура, такую инфраструктуру делают люди. Я действительно восхищена людьми в Татарстане. Вот все, с кем мы встречались, это были настолько душевные люди, которые болеют своими городами, хотят восстановить наследие предков и показать свои города туристам. Они постоянно занимаются привлечением людей в свои места жительства. С горящими глазами нам каждый из них рассказывал о том, как же здорово жить в конкретном месте. Честно говоря, я такого никогда еще не встречала. Ну и знаешь, конечно, мы очень сдружились, мне кажется, всей нашей бригадой экспедиции, поэтому надеюсь, что это наша не последняя поездка, мы отправимся изучать и другие замечательные места вокруг нашего города.